Всем привет! Это наш новый влог. Мы сегодня приехали в Тузлу. Это небольшой такой городочек недалеко от Стамбула. Может, вот тут покажу. Вот здесь есть такой небольшой райончик с радиальными улицами в форме полукруга. Здесь очень прикольные всякие особняки есть, дома. Вот, и буду вам их показывать, и покажу еще мраморное море и живность, если там какую-то найду. Вот тут уже такие цветочки. Сегодня ноябрь, если что. Цветут цветочки. Вот, идем дальше гулять. Смотрите на вот это противный жучара. Противный жучара. Противный жучара. Так, смотрите, тут уже начались домишки. Ну какова красота. Современно, модно, стильно, молодежно, как и говорится в интернетах. Очень прикольно, даже есть там подземный гаражик. Вот здесь более в каменном стиле. Идем дальше. Противный жучара. Здесь дом обычный, ну, конечно, дорогой. Ну, вот подумаешь, на американских номерах всего лишь-то. Нью-Джерси. Жучара противный. Мне очень нравятся здесь входные группы, прикольно. Здесь такие деревянные двери с навесиками или с какими-нибудь рамками иногда бывают. Единственный минус, ну вон там видно, там сидит чайка. И они постоянно орут. Постоянно орут. Вот люди даже, не знаю, будет видно, там даже сеткой отгородили, чтобы птицы туда не залетали и не какали. Вот, поэтому близость у моря не всегда хорошо. Какие-то цветочки красивые, красные. Вот, потому что вон тоже, да, 2 штуки сидят, отдыхают. И они постоянно, как начнут, я не знаю, кричать, каркать, и все. Миленькие дворики, такие калиточки, милашные террасы. Не жизнь, а сказка. Тут уже какой-то деревянный красивый. Ну, наверное, из пластика, а не из дерева. Но все равно мило. Балкончик такой. И вот тоже, видите, у них шипы на этом. Вот там вот шипы, это чтоб чайки не садились. Защита. Еще вот такой нашли. Тоже очень прикольно. У них водостоки из цепочек. Видите, просто цепочка, по которой течет водичка. Очень красиво. Такой масенький заборчик зеленый. Ну, люстра, конечно. Дизайнер не оценивает. Дошли до парка, где люди играют в теннис. Чуть не фокусируется. Саша фоткает. А потом решили зайти вот в это кафешечко. Там вроде можно выпить чаек с тостом, с сыром. Это будет очень вкусно, надеюсь. Ой, плохой из меня блогер. Я забыла снять, когда нам принесут еду. Вот. Ну, в общем-то, у нас есть тост с колбаской, картошечка, вот такая вафелька с клубничкой и бананом, и чаек, естественно, куда без чая. Здесь такая милая музычка играет. Губа порвалась. Может, слишком большой тост залетел туда к тебе. Вот, кушаем. Приятного аппетита. И вам, если кто-то ест. А вот так выглядит дом моей мечты. Это просто прекрасно. Посмотрите. Ну что за прелесть. И беседочка, и въезд,
И такая крыша скатная. И кипарисики растут. И кошечка гуляет, и даже раковина есть. Ну, красота. Мне очень нравится. И прям с видом на Мраморное море и на Стамбул. За решеткой, правда. Ну, ничего страшного. Красота. И там есть на балкончике посиделочки. Круто. Ставлю лайк этому месту. Такой еще есть тут. Тоже милый балкончик с цветочками. Саше нравится вот этот. Но тут, конечно, въезд очень красивый. И прикольная елка так в центре. Очень мило. Плиточка. И домик там прячется. Но его плохо видно. Но все равно прикольно. Этого тоже. Мне кажется, тут никто не живет. Тут всегда ставни закрыты. То есть просто каких-то богачей, может быть. Либо люди просто на лето сюда к морю приезжают отдыхать. Как на дачу. Ну да, у них закрыто, видишь. А вот тоже красиво. Подглядеть. Ой, так миленько. Газоны. Еще вот такой, но что-то тут газон не сильно зеленый. И, по-моему, вот здесь еще прикольный будет домик. Сейчас посмотрим. Да, по-моему, здесь он в таком в стиле Sims. Я помню, там постоянно были такие панели. Вот с такими геометрическими узорами. Тоже очень мило. Саня из-под тяжка фоткает, чтобы нам не дали пизды. Смотрите, кого мы нашли. Ой, какой пушин. Какой мальчик. Какой носичек. Ой, так тебя. Ой, ой, ой. Ой, зяеньки. Зяеньки. Ну вот и дошли мы до морюшка. Это что такое за красота? Странные лодки какие-то. Посмотрите, какой Стамбул огромный. И это только часть азиатской стороны. А там еще далеко-далеко видно острова Принцевы. Кстати, турки вот так очень любят сидеть на природе, постоянно везде, не только на море. У нас тоже есть стулья, когда была машина, мы часто ездили. И вот так же сидели, кушали. Даже тут мы сидели на одной из пристаней, кушали пиццу. Привет, тетенька. О, сразу медузка здоровая. Тут, кстати, в прошлом году я находила морских ежей и даже морскую звезду. Не знаю, будет ли сегодня. Сейчас посмотрим. Что-то сегодня много тени и грязи. Ой, чаечка, не увидела. Тут какие-то актинии. Вот серенькие, странные. Вот тут не видно. Пойдем дальше и там посмотрим. Так, пока ежей не нашла, посмотрите, сколько мидий. Все тут они сидят, живут. А вороны, кстати, их достают и потом кушают. Ну и чайки тоже иногда. Еще одну громадину нашла. Просто капец. Моя рука и медуза, но она живая. И может, видимо, выбраться отсюда. Капец здоровая. Мы нашли аквалангиста, смотрите, он что-то ищет. Возможно, морских ежей, а может, просто смотрит красивых рыбок. Непонятно. Посмотрите. Изумруд лежит, не дать не взять. Какое-то крабовое кладбище. Куча клешней крабьих почему-то лежит. И вон там еще гребешок лежит. Вон. Эх, не достать. Может, тут кушали и сюда их выкидывали? Не знаю. А вот и морские ежики черненькие. Вот их видно. Такие милашные. Вот даже на камне сидят. И вот какие-то актинии странные. Так хочется их достать, потрогать. Но тут уже прохладно и глубоковато. Не залезу. Полазили тут на волнорезике. Попой. Это из миньонов. Пойдем? Ну туда пойдем дальше гулять. Понаблюдали за медузками, ракушечками и даже рыбок. Чуть-чуть. Совсем. Нашли. Тины, конечно. Фу, много. Пойдем дальше.
тоже какой-то миленький. Еще и жучок стоит. Прикольно. Ну, опять на берегу морюшка. Крутяцкие. Здесь что-то посовременней. Здесь, конечно, есть и более старенькие, но это уже как коттеджный поселок. Там все военные. Ой, там военный корабль реально в конце видно. Вон там аж. Там работает наш сосед с нашего ЖК. На нас чуть не накакала чайка. Не прям моя стилистика, но все равно прикольно. Да и вообще улочки тихие, спокойные. Прикольно выглядит. А тут вообще какие-то интересные штучки из стекла и глины. Прикольно. Б. Здесь какие-то. Здесь котики. Котики, тетеньки, лошадки и птички. Чтоб не сглазили. Потрем на удачу. Тоже круто выглядит. Но опять, мне кажется, никто не живет. Все окна позакрыты. Кухня подсветка горит. Ну, может, кто ухаживает, пока жильцов нет дома. Здесь прям как дача выглядит. Очень люблю, когда вот такие въезды. Просто ворота и вот там такая дорожка, тропинка. А здесь пойдемте посмотрим. Мандарины, что ли? Или апельсинки. Но нет, я думаю, это мандаринки. Или нет, апельсинки. Вот еще не созрели. Но уже созревшие все ободрали. Это тоже мандаринки. Еще не ободраны. Это, кстати, лавровый лист дерева. Сейчас я вам покажу. Видишь, ремонт. Да, я видела там на втором этаже. Видите? Самое что ни на есть лаврушка. Но мы ее не будем рвать. А тут лимончики. Пожалуйста. Растет. Вот еще маленький. Но мы их тоже рвать не будем, потому что они не наши. Мы купим в магазине за деньги. Вон, кстати, еще раз корабль видно. О, тот серенький. Военный. Надеюсь, не заблочат мое видео на ютубе. Вот этот домик нам тоже, кстати, нравился. Здесь были собаки, насколько помню, в прошлом году. Но вот Кёпеквар написано. Но пока что я не вижу. Тоже очень милый, как из сериалов. Красота. Тыковки там всякие висят. Ну, все, мы прогулялись. Спасибо, что были с нами. Посмотрели эти замечательные, интересные домики. Мы уже идем с метро пешком домой. Не захотели ехать на автобусе. Просто так. Вот. До новых встреч. Всем привет! Это новый влог. Может, продолжение какого-то еще. Что это за определитель лица? Тут сработал. Ага. Так, мы находимся сейчас около мечети Сулеймании. Она там вон позади меня. А сейчас зайдем, буду вам показывать кладбище, тюрбе, гробы, ну и саму мечеть, конечно же. И может еще где-нибудь пройдемся тут рядышком по окрестностям, тоже все это покажу. Надеюсь, будет много интересного, красивого и увлекательного. Не то сказала. Строительство мечети началось в 1550 году, очень много лет назад. Она дожила до наших дней благодаря архитектору Синану, который ее построил, спроектировал, потому что Турция достаточно сейсмологическая страна, то есть здесь достаточно часто всякие землетрясения, потрухивания, вот, и
одной из таких достопримечательностей, что она выстояла, потому что архитектор придумал уникальное решение между вот этими блоками, которые здесь есть. Он вставлял такие металлические скобы, чтобы когда происходило движение, Саша за мной наблюдает, они как бы двигались и не распадались. Вот. Очень умно. Тут он еще применил очень много всяких технологий, чем потом и прославился. Вот, строили ее 7 лет, то есть с 50 по 57, 5 из которых делали только фундамент. Укрепляли здесь, она находится на пригорке, укрепляли эту местность только 5 лет. И уже в остальных 2 достроили вот эту красоту. Вот, сейчас пойдем дальше. Саша сказал, хочет, чтобы его сняли. Просто обалденский здесь вид, особенно в хорошую погоду. Просто невероятно. Видно азиатскую часть, видно мост первый, Босфорский, европейскую часть. Вообще обожаю это место. Босфор вообще красота. Сашу вот видно. Вот, и снизу еще сделали прогулочную улочку. Теперь там можно ходить. До этого там всякие были заброшенные здания, куча мусора. Вот по типу такого. А теперь что-то более интересненькое. Тут такие крыши. Очень красивые. Не помню, что это. Напишу вам тут внизу в описании. А там вон даже видно Галатскую башню немножечко. Моя любимая. Ой, смотрите, котик спит. Ой, миленький. Так, идем дальше. Вообще меня бесит моя фраза «идем дальше», поэтому надо придумать другую. Напишите в комментариях, какую. Идем дальше. Размер мечети, конечно, просто невероятный. А, у меня увеличение стоит. Простите. У меня есть широкоугольный фильтр, но мне лень его ставить немножечко, поэтому будем смотреть вот так. Мне очень нравится такая исламская архитектура. Это так напоминает мне что-то с Хогвартсом связанное. Какие-то коридорчики, окошки. Мне кажется, где-то есть потайные какие-то места, тайнички. Можно залезть, поглазеть, что же там такого есть. Но на самом деле, конечно, вряд ли тут что-то такое есть. Но все равно очень интересно. Здесь по правилам люди должны омывать ноги перед тем, как зайти в мечеть, мусульмане. Сейчас сделали современные вот такие, деревянные табуреточки, но посмотрите, вот, да, хорошо видно, как промялось от того, что люди постоянно сидели раньше, да, сам камень, то есть в форме булочек, скажем так, вот как люди садились, оно вот так и вымылось, очень прикольно. Вот, и здесь очень много вот так места. И тут перед намазом очень часто много людей, кто сюда приходит. Просто здоровенное дерево. Вот и до входа мы дошли. И мы туда идем заходить. Это вход во двор мечети. Саму мечеть уже вход вот там прямо слева. Здесь сразу так тихо. В мечеть обязательно нужно входить босиком и с покрытой головой. Летом женщинам лучше не одевать юбки, а мужчинам шорты. Поэтому платка на мне нет, но здесь можно взять бесплатный платок и летом платье, если нужно прикрыть шорты либо мини-юбку. Вот такой платочек я взяла. Сейчас здесь идет служба. Или не служба, не знаю, как это правильно назвать. В этой мечети, кстати, архитектор Мемар Синан придумал вот такое решение. Видите, это страусиное яйцо большое. Никто не знает, но не знал тогда, по какой причине, но страусиные яйца отпугивали мошек, вот, что позволяло не забиваться светильником раньше. То есть раньше здесь было не электричество, а все с свечами, и, естественно, мошки туда прилетали, и постоянно забивалась вот эта вот лампа. И вот по всем люстрам были повешены вот такие яички страусиные, чтобы не было мошек. Вот, чтобы не забивалось. Очень красиво. Еще
еще здесь была придумана специальная система вентиляции, при которой можно собирать сажу от копоти. Ну, раньше можно было собирать сажу, а сажу использовали для письменности, то есть для изготовления чернил. Вот, поэтому это первая в мире мечеть, которая использовала вот так эти дымоходы, которые могли собирать сажу. Сажесобирательные комнаты назывались. Вот так вот. В мечетях женщины молятся за вот такими заборчиками, а мужчины молятся уже ближе к тому, кто читает намаз, то есть за заборчиком. Заборчик для туристов, чтобы, если ты не мусульманин, туда как бы не заходил. Вон там видно, что мужчины, которые пришли на молитву, могут сидеть прямо там. Тоже, кстати, одно из удивительных штук. Вы тут можете абсолютно бесплатно взять книжку на вашем языке. Немецкий, французский, итальянский, даже где-то на русском, я помню, было. И почитать об исламе. Что это такое, откуда пришло и так далее. Все это бесплатно. На английском есть, казахский, вот и русский, кстати. Я, кстати, брала, но так и не дочитала. На половине где-то остановилась. Прикольно. Кладбище при мечети. Здесь похоронены очень важные доверенные лица, персоны к султану Сулейману, его учителя, кто был ему близок, близкие его семьи. Вот это сама усыпальница, скажем так, тюрбе. Там похоронен султан Сулейман с сыновьями, а там похоронена Хюррем Султан из сериала «Великолепный век». Вот, они в разных тюрбе, но это вот первый раз так, чтобы султана похоронили с женой еще в мечети. Это прям вообще unreal. Внутрь, наверное, не буду заходить, чтобы сильно некрасиво не было, не снимать. Ну, в общем-то, это надгробие султана Сулеймана, какого-то его сына. Чтобы вы понимали, он не лежит вот в этой штуке, он закопан под землей снизу. Это просто как бы... Ну, что-то типа надгробной могилы, как здесь, только у них чуть-чуть по-другому. Так, ну еще через окошко подсниму. Тоже есть тюрьбе. Получается, султана Сулеймана и сыновей. Там здесь усыпальница Хюррем Султан. Она здесь, по-моему, со своим сыном и с дочкой. Точно не помню. Точно так же здесь сама тюрбе находится. Вот, но они, естественно, закопаны под землей. Также необходимо надеть платочек и разуться. Кстати, гуляя по территории, можно заметить вот такие выемки. И там почти всегда будет водичка дождевая. Это сделано, не поверите, специально для кошек, для животных, чтобы они могли практически всегда попить воды. Вот тоже такая штучка. Ну а там это уже водосток с дырочками. Так, а вот тут мы вышли, получается, мечеть сзади, а вот здесь тюрбе, громкий таксист, тюрбе самого Синана, Мемар Синана, архитектора, собственно, этой мечети. Вот тут он похоронен в неприметном месте. Есть там не какали. Мы уже вышли с бедного района после Сулеймания, чтобы спуститься и перейти на другую часть. Нужно пройти бедный район. Тут просто метро прям едет. Нужно пройти бедный район. Там я ничего не снимала, потому что это чуть-чуть достаточно опасненько. Вот, лучше там никого не злить, потому что район... Чуть-чуть достаточно. Чуть-чуть достаточно, да. Лучше там никого не злить, не снимать, не фотографировать, поэтому мы всегда все прячем. Быстренько проходим, выходим и теперь можем снимать. Посмотрите на Золотой Рог. Это еще не Босфор, это Золотой Рог, такой небольшой залив.
туда тоже уходит. И там он уже впадает в сам Босфор. Вот, кстати, Сулеймания, где мы только что были. И получается, вот туда мы прошли, и вот там спустились. Вот такая красота. Страшно! Так, я только сейчас разглядела там вдалеке, вот видите, маленькие такие дырочки. Это акведук, древняя система водоснабжения. Такие каналы, по которым водичка текла к султанам, сулейманам, мечетям и всем остальным людишкам. Ну, добрались мы до второй стороны. Вот в такой парк. Ой, Саня, и эти поезды, я не могу, сколько он их любит фотографировать. Ага, про тебя, говорю, улыбишься. Ворон любит докапываться до котиков. Увидела, что у него есть корм. И идет. Смотрите, сейчас ее за хвост будет, возможно, тягать. Хитрая. А, у нее там еще корм. Молодец, нашла. Ну-ка, не драться. Ой, ничего себе. Кушает. Пикник. Да, все пришли, все. Котика снимает. Котики знают, где подождать еду. И тут тоже не видно рыбку. Кушают. Так, ну что, мы завершили наш день. Очень устали. Не очень. Очень. А Саша еще играет в футбол вечером, а я буду чилить дома. Вот, всем спасибо за просмотр. Сердечко. Ставьте нам лайки, пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал. Да, она сделает снизу флешечку, надеюсь. Наверное, я научусь это делать. Все, всем пока.